たあんた何大体こんなとこ閉じ込めてさ、頭きてんだよね。腹減ったって言ってんの。腹減ったもう。ここ暑いし。«Васаби» – комедийный боевик 2001 года французского кинорежиссера польского происхождения Жерара Кравчика по сценарию культового Люка Бессона с Жаном Рено в главной роли. «Васаби» – не первый опыт сотрудничества Люка Бессона и Жерара Кравчика. До этого они вместе работали над фильмами «Такси» и «Такси 2». Главную роль исполнил любимый актер Бессона Жан Рено. Мировая премьера фильма «Васаби» состоялась 31 октября 2001 года. Теглайн «Васаби ла петит маутарде куимон теонес». На русский язык можно перевести как «Васаби» – маленький кусочек горчицы, который ударит вам в нос. В российский прокат фильм вышел с теглайном «Это покрепче горчицы». Фильм «Васаби» не окупился в кассовом прокате, заработав лишь $10 миллионов при бюджете в $15 миллионов. Картина получила смешанные отзывы критиков и средние оценки, тем не менее являясь одним из самых любимых фильмов Люка Бессона у зрителей. Юбер Фьорентини в исполнении Жана Рено – эксцентричный французский полицейский, известный впечатляющими результатами. Юбер – опытный детектив, однако его коллег порой ужасают его жесткие и даже жестокие методы работы. После того, как при задержании бандитов он бьет в лицо сына префекта округа, генерал принудительно отправляет Юбера в отпуск, по факту отстраняя отдел, пока тот не решит свои проблемы, включая финансовые. Юбер пытается отвлечься, пригласив в гости свою подругу Софи в исполнении «Король Буке», но та уходит от него, так как детектив все еще не оправился от давнего романа. 19 лет назад, во время службы в Японии, он был единственный раз в жизни по-настоящему влюблен в сотрудницу спецслужб Мико. Та без объяснения причин порвала с ним, и с тех пор Юбер так и не смог обзавестись семьей. Неожиданно из Токио Юберу звонит адвокат Мико, сообщая, что она скончалась, указав Фьорентини в числе наследников, и теперь он должен присутствовать при оглашении ее завещания. Приехав в Японию на ее похороны, Юбер с изумлением обнаруживает, что у Мико и у него есть 19-летняя дочь Юми. Ее играет Риока Хиросуэ, которой через день исполнится 20, то есть девушка станет совершеннолетней. Юми не знает, что Юбер ее отец, считая его другом матери, а настоящего отца негодяем, бросившим их обеих. В отместку Юми собирается сразу после совершеннолетия начать криминальную карьеру и найти своего отца-негодяя. Перед кремацией Мико Юбер обнаруживает, что та явно умерла не от рака и не своей смертью, и начинает расследование, подключив бывшего коллегу Мамо. Кроме того, он узнает, что на счету у Юми, о чем та не знает, лежит более $200 миллионов, которые никто не сможет получить, кроме нее самой, и только после совершеннолетия. Постепенно сблизившись с Юми, та быстро понимает, что Юбер на самом деле полицейский. И приближаясь к разгадке смерти Мико, Юбер наконец узнает, что та работала под прикрытием в мафиозном клане Якудза с целью добраться до его главы по кличке Зебра и, чтобы защитить и Юбера, и Юми, стерла всю свою официальную биографию. Похитив у мафии накопленные деньги, Мико в итоге была убита. Теперь Якудза разыскивают ее дочь, а защитить ее сможет только Юбер. После встречи с Зеброй, во время которой Юми узнает, что она дочь Юбера, а сам Юбер едва не погибает, он собирает всех сослуживцев Мамо и устраивает засаду в банке. Решив не сдаваться, Зебра стреляет в Юбера, но погибает сам. Помирившись с дочерью, Юбер возвращается во Францию, обещая ей вскоре увидеться вновь. В ролях: Жан Рено, Юбер Фьорентини, французский детектив; Риока Хиросуэ, Юми, дочь Юбера; Мишель Мюллер, Мамо, бывший коллега Фьорентини; Король Буке, Софи, подруга Юбера; Иси Аида, Таканава, глава мафиозного клана; Кенсиро Аяма, японский комиссар. Фильм Люка Бессона «Васаби» вышел на экраны в 2001 году и занял место в списке его лучших картин. Бессон только что выпустил вторую часть «Такси» и блаженно плавал на волнах славы и преданной любви фанатов. Вдохновленный успехом, он задумывается, а что если теперь пригласить французов в гости к японцам? На скорую руку он набрасывает сценарий новой комедии, в которой уже не японская мафия едет на свидание к французским полицейским, а наоборот, французские полицейские посещают Японию с ответным дружеским визитом. На главную роль был приглашен один из любимых актеров Бессона Жан Рено. Ему на момент съемок «Васаби» 2001 год было 52 года. Он был в отличной физической форме и находился на пике своей популярности. Роль брутального непроницаемого, но в то же время чуткого и ранимого комиссара Юбера Фьорентини была написана словно для него. Роль его неожиданно возникшей из ниоткуда дочери Юми сыграла японская актриса и певица Риока Хиросуэ. Ей исполнилось 19 лет, и она только начинала свою актерскую карьеру. С тех пор она побывала замужем и развелась, и стала мамой двоих детей, которых воспитывает в одиночку. Она по-прежнему снимается,
но сейчас больше увлечена певческой карьерой, выпускает альбомы и очень популярна на родине. Друга Юбера Фьорентини Мамо сыграл Мишель Мюллер. Он австриец и является непрофессиональным актером. По образованию он учитель математики. Он так и проработал бы им всю жизнь, если бы не его тяга к клоунаде. Однажды он явился на работу в костюме Деда Мороза, и его уволили за неподобающее поведение. Он ушел в рекламный бизнес и попутно начал писать пьесы, и сам же ставил их в небольшом частном театре. Его заметили, стали приглашать в кино. Так он и попал сначала в «Такси 2» Бессона, а затем и в «Васаби». Мишель Мюллер говорил: Мамо когда-то приехал в Японию вместе с Фьорентини, и ему там так понравилось, что он решил остаться. Его коллега Юбер для него – идеал, оживший киногерой, и Мамо изо всех сил старается ему помочь. Фьорентини не будет поворачивать ручку, чтобы открыть дверь, он просто вышибет ее ногой. А Мамо похож на восхищенного зрителя, который мечтает принять участие в спектакле. Король Буке сыграла в фильме женщину, с которой Юбер пытается построить отношения. Актрисе было 42 года, и надо признать, что выглядела она просто сногсшибательно. В то время король Буке состояла в отношениях с Жераром Депардье, но в 2005 году они расстались. В кино она снималась в основном в эпизодических ролях. Роль главного злодея исполнил японский актер Исси Аида. Он был самым пожилым актером фильма. Ему было 68 лет на момент съемок в «Васаби». Во время съемок в Токио и Киото Риока Хиросуи и Жана Рено преследовали фанаты. Некоторые уличные сцены были сняты наспех, поскольку прохожие, узнав актеров, тут же бежали к ним. Интересно, что съемки в Японии в основном проводились нелегально. Дело в том, что любой квадратный метр земли, любой отрезок улицы в Японии имеют своего владельца. Получить согласие всех собственников – долгая и сложная процедура, поэтому создатели фильма «Васаби» решили обойтись без нее. Говоря об этом фильме, режиссер Жерар Кравчик шутливо замечает, что работа над «Васаби» напомнила ему студенческие годы и учебные короткометражки, которые он создавал, не имея никаких разрешений на съемки. «Васаби» – специя, используемая преимущественно в Японии, с очень острым и жгучим вкусом. Риока Хиросуи снималась в фильме, не зная французского, и зазубривала реплики на слух. Фильм получил свое название со сцены, где главный герой Юбер Фьорентини, которого сыграл Жан Рено, съедает целую порцию васаби в японском ресторане, не подав и виду. Примечательно, что васаби – очень острая приправа, чем-то напоминающая горчицу. Фильм «Васаби» 2001 года, несмотря на свой возраст, остается прекрасным вариантом криминальной комедии на вечер. Если вам нужна легкая, веселая, не очень пошлая и атмосферная вещь с хорошими актерами, вы по адресу. Люк Бессон и Жерар Кравчик свое дело знают превосходно. «Васаби» – яркий и запоминающийся фильм с легким французским юмором, который дарит хорошее настроение и оставляет приятное послевкусие. Диалог Юбера с японским таможенником. «Мсье, откуда вы, простите?» Самолета. Похоже, вы француз, у вас слишком тонкое чувство юмора. Также режиссер и сценарист замечательно совместили культуру и жизненные обычаи двух стран, Франции и Японии. И они гармонируют как одно целое, создавая неповторимый вкус истинно гурманского васаби.